Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим куриный рулет. Без духовки. Рулет у меня будет отварной. Рецепт этот очень простой. Рулет рубленый, поэтому в разрезе он очень красивый. Идеально подойдет в качестве холодной закуски на праздничный стол, на завтрак, на перекус. Его также можно использовать для приготовления бутербродов. В общем, получается универсальная мясная закуска. Так что досмотрите видео до конца, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Прежде всего мне понадобится курица. У меня она весом 2200. Ее нужно разделать. Для начала я сниму с нее шкуру. Стараюсь это делать аккуратно, потому что шкуру я буду использовать как оболочку в рулете. Но даже если в некоторых местах она порвалась, ничего страшного, потому что формировать сам рулет мы будем при помощи пленки или рукава для запекания. Крылья я срезаю. Делю курицу на части и снимаю с кости все мясо. После разделки курицы у меня есть мякоть для рулета, есть шкура для оболочки и есть кости, из которых я сварю концентрированный бульон. Его я буду использовать при приготовлении рулета. Поэтому сразу заливаю косточки водой и отправляю их вариться. Так как бульон нужен концентрированный, то вода должна только покрыть все кости. Варится бульон около часа, соль во время варки я не добавляю. После того, как бульон готов, я его процеживаю. Шкурку я пока не трогаю. Нарезаю всю мякоть на разные кусочки, чуть крупнее, чуть мельче. Кстати, у меня на канале есть еще рецепты мясных закусок и рулетов. Ссылку на них я оставлю в описании под этим видео. Смотрите и готовьте. В результате получились и большие куски, и очень маленькие. Это как раз то, что нужно. На пищевую пленку раскладываю все нарезанное мясо. Накрываю еще пленкой и немного все это отобью. На пленке это делать очень удобно. Во-первых, не летят куски мяса в разные стороны, а во-вторых, когда нужно отбить с другой стороны, то просто беру пленку и переворачиваю. Также отобью и с другой стороны. Перекладываю мясо в миску. Вот теперь у меня все готово для приготовления рулета. Итак, я беру 200 кг куриного мяса, 25 грамм соли, 100 мл куриного бульона, 4 зубчика чеснока, 1 чайная ложка паприки, 1 чайная ложка уцха-сунели, это пажитник, пол чайной ложки зиры, пол чайной ложки карри, молотый черный перец. Выдавливаю чеснок через пресс. Добавляю соль и остальные специи. Что касается специй, то в принципе для курицы можно использовать только соль, черный молотый перец и чеснок. Все остальное по желанию. Есть уже готовые специи для курицы, можете взять их. Теперь хорошенько все перемешиваю руками, немного втирая специи в мясо.
Так как мясо птицы не жирное, чтобы рулет не получился суховатым, я добавляю бульон. Он придаст готовому блюду ту самую необходимую сочность. Обратите внимание, что фарш не плавает в бульоне, но в то же время он достаточно сочный. Беру рукав для запекания, разрезаю его, смазываю растительным маслом. Я буду делать 2 рулета. Беру половину шкурки, раскладываю на пленке, сверху выкладываю половину фарша и распределяю. Сразу определитесь, в какой кастрюле вы будете варить рулет, и формируйте его уже с учетом размеров. Просто если вы сделаете рулет слишком длинный, то он не поместится в кастрюлю. Начинаем аккуратно сворачивать рулет. Сворачиваю достаточно плотно. Ничего страшного, если рулет не полностью завернут в куриную кожицу. Он в любом случае будет держаться, ничего распадаться не будет, не переживайте. После этого очень туго завязываю один край. А с другого сначала плотно утрамбовываю рулет, а затем перевязываю. Сверху я еще обмотаю несколько слоев пленки, чтобы вода уж точно не попала внутрь рулета. Один рулет готов. Точно так же делаю и второй. Уложила я рулеты вот в такую утятницу. Заливаю холодной водой и отправляю вариться. С момента закипания варю час, час 10. Затем достаю рулет из воды и охлаждаю. Убираю в холодильник на ночь. Рулет провел в холодильнике ночь. Он хорошо застыл. Теперь можно снять с него пленку. Вот что у меня получилось. Давайте разрежем. Вот какой он в разрезе. За счет того, что мясо птицы разного цвета, грудка белое мясо, ножки более темные, он получается таким красивым. Шкурка очень тонкая, вы ее даже не ощутите. Режется рулет очень легко, ничего не крошится и не рассыпается. Его можно подать и как холодную закуску, но еще можно сделать с ним бутерброды. А это именно то, что обожают дети. Вот такой рулет из курицы. Так что обязательно попробуйте его приготовить. И не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.